Зимний парк окутан снежным покровом, величественные деревья укутаны в белоснежные шубы. Снежинки кружат в воздухе, искрясь на свету, как драгоценности. Каждая из них неповторима, как каждая история, разыгрывающаяся в этом снежном королевстве. На одной из скамеек, уютно устроившись в темном пальто, сидит молодая женщина по имени Анна. Она плотно укутана шарфом, скрывающим ее лицо от лютого холода. Но ее глаза полны раздумий и печали. На скамейке рядом с ней лежит старая сумка, полная изношенных книг. Ее единственная привязанность после того, как ее жизнь пошла наперекосяк. Вокруг нее зимний парк дышит спокойной атмосферой. Проходящие мимо люди торопятся вернуться к своим делам, лишь изредка останавливаясь, чтобы поздороваться с другими. Но краем глаза Анна ловит движение. Ее внимание привлекает маленькая девочка с ярко-красной курткой, серой шапкой и кудрявыми волосами, выбивающимися из-под нее. Она выглядит как яркая искорка, пробивающаяся сквозь сугробы, уверенная в своих действиях. Девочка с улыбкой, словно отважный рыцарь, собирает все свои силы и подходит к Анне с бумажным пакетом, держа его бережно, как будто внутри лежит нечто очень важное. Когда девочка ставит пакет рядом с Анной, ее взгляд серьезный и внимательный, как будто она точно знает, как тяжело тем, кто рядом. Вокруг них слышен только шепот падающего снега и треск его под ботинками прохожих. Анна, не ожидавшая внимания, растерянно смотрит на нее, будто девочка каким-то чудом пробудила в ней искреннюю надежду. «Я принесла тебе это», — тихо говорит она, указывая на пакет. Внутри лежат горячий шоколад и печенье, которое она сама, казалось бы, подготовила заранее, с желанием поддержать ту, кто оказалась в трудной ситуации. Может быть, она подумала, что сама она когда-то нуждалась в подобной поддержке. Анна улыбается, но слезы наворачиваются на глаза. Эта маленькая девочка, смотрящая на нее с добротой и искренностью, пробуждает в ее сердце давно забытые чувства. «Спасибо, это очень приятно», — произносит Анна, стараясь сдержать эмоции. Она принимает пакет, и Каринка, довольная своим добрым делом, с гордостью щебечет о том, как она готовила эти вкусности с бабушкой. В этот момент Анна осознает, что в мире все еще существуют люди, готовые не просто взять, но и отдать частицу своей доброты. В это время неподалеку наблюдает отец-одиночка по имени Алексей. Его взгляд сосредоточен на девочке и женщине. Он видит, как их взаимодействие наполняет атмосферу теплом, которое все еще возможно обрести даже в самые холодные дни. В его груди испытываются чувства, которые он почти забыл. Он вспоминает, как его дочка всегда умела находить радость в мелочах, несмотря на утрату матери несколько лет назад. С каждым смехом дочери он чувствовал, что жизнь продолжается, но в одиночку ему приходилось все сложнее. Его сердце наполняется гордостью за свою маленькую девочку, которая, несмотря на свои трудности, умеет делиться теплом с окружающими. Семейные ценности и желание поддержки всегда были основополагающими в его воспитании, и он гордится тем, что смог передать своей дочке это. Алексей думает о том, как греет его душу поступок Каринки. Это говорит о том, что они с дочкой на правильном пути, и нежелание открываться новым возможностям все еще терзает его. Алексей медленно подходит к Анне. Его шаги сопровождаются звуком хруста снега под ногами. Его присутствие спокойно и уверенно. Он словно излучает уверенность от Аши, которой так не хватает окружающим. «Все в порядке?» — спрашивает он мягким голосом, замечая, что лицо Анны опущено, а мысли, похоже, затеряны где-то вдали. Она рассказывает о том, как ее бывший муж выгнал ее из дома, оставив без жилья и поддержки в то время, когда она была в самом уязвимом состоянии. В ее словах звучит глубокая печаль и потеря. Ее голос дрожит. Алексей слушает внимательно и чувствует, как накатывает чувство сострадания. «Я могу помочь», — предлагает он, его глаза отражают искреннее понимание и заботу. «Вы можете присоединиться ко мне и Каринке.
Мы будем рады вас видеть. Анна не может поверить в то, что готов кто-то проявить такую доброту. Ее смятение меняется на страх, как будто весь мир разрушился. И теперь у нее нет права верить в что-то хорошее. Но в ее душе начинает загораться искорка надежды. Малышка, стоя рядом и слушая их разговор, кивается с серьезным выражением лица, показывая, что ее желание помочь — это не просто детская игра, а истинная забота. С этого дня жизнь Анны, Каринки и Алексея меняется. Они начинают заботиться друг о друге, строя свою новую реальность. Каждый день приносит радостные моменты. Прогулки по парку, когда Каринка, смеясь, кидает снежки и строит снежные крепости. Совместные завтраки, на которых Алексей пробует готовить любимые каши, а Анна рассказывает, как она любила домашние ритуалы с родителями в детстве. Вечерние чаепития, наполненные историями о сказках и мечтах. Анна начинает развиваться вместе с новой семьей. Однажды она вспоминает о своей давней мечте – научиться печь. Вдохновленная хорошими моментами с Каринкой и Алексеем, она предлагает заняться выпечкой кексов. Так они вместе проводят вечера. Эксперименты с тестом и украшениями заканчиваются смехом и случайными прилипшими к стенам кусочками муки. Маша, девочка с красной курткой, хоть и скорбела о потере матери, начинает чувствовать себя в окружении новой семьи. Она находит в Анне человека, который с радостью поддерживает ее. Каждый вечер они собираются на диване, укутанные в плед, и смотрят вместе старые фильмы, смеясь, когда кто-то из героев делает что-то смешное. У каждого из них есть своя уютная история, которую они с удовольствием рассказывают друг другу, создавая свою единую малую историю. Наступает Новый год, и Анна предлагает украсить дом. Весь вечер они вместе развешивают гирлянды, а Анна, делая свой дом уютнее, ощущает, что часть ее утраченной жизни снова возвращается. Каждая новая украшенная веточка приносит радость в сердце, а звук смеха заполняет кухню, когда они заканчивают и активируются на веселую игру. Кто лучше справится с пением новогодних песен? С течением времени эта дружба перерастает в нечто большее. Алексей и Анна начинают осознавать, что чувство, возникшее между ними, крепнет с каждым днем. Их отношения становятся теплее, а доверие углубляется. Вскоре они начинают обсуждать мысль о браке. Они решают организовать небольшую свадьбу, на которую будут приглашены только самые близкие. В этот особенный день они собираются в зимнем парке, где все начиналось. Каринка с восторженным взглядом помогает одеть Анну в белое платье, в котором она как никогда чувствует себя красивой и желанной. Алексей облачился в строгий костюм и с гордостью любит смотреть на свою невесту. В день их свадьбы снежинки вновь кружатся вокруг, будто отмечая начало новой жизни. Когда они обмениваются клятвами, Каринка с трепетом на сердце держит их руки как символ своей любви к обоим. Женщина, заглянув в глаза своего любимого, чувствует, что наконец-то обрела долгожданное счастье, а она становится частью полноценной семьи. Сквозь крепкий ветер, который иногда пронизывает их, они ощущают теплоту любви, греющей их сердца. Каринка, взяв их за руки, ведет к красиво украшенной скамейке в парке, где они делают свои клятвы, исполняя мечты о будущем. Как жених и невеста идут по аллее парка, прямо под падающими снежинками. Их руки переплетены, и они улыбаются. Девочка ведет их, как юный ангел-хранитель, гордо наблюдая за своими родителями. Эта история завершается, но ее главные темы — забота, любовь и надежда — продолжают жить в каждом из них. Их судьбы теперь связаны, создавая невидимую, но прочную нить, которую не сломать ничем. Так в сердце зимнего парка под легким снежным покровом складываются судьбы, и каждый из них понимает, именно в единстве и заботе друг о друге они нашли новое счастье. История Анны, Каринки и Алексея напоминает всем нам о важности любви, заботы и надежды, которые согревают в самые холодные дни. Каждый шаг,
Каждый вздох и каждое мгновение они теперь проводят вместе, создавая новую жизнь, полную света и тепла, вместе обнимая эту прекрасную зиму, что дала им шанс на новый старт, где даже в самой морозной тишине существует свет и тепло, которые они сами создают, закладывая основу для своего совместного будущего.